Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я ведущий этого канала, ведический астролог. Обучаю астрологии, консультирую по астрологии. На этом канале выпускаю полезные обучающие видео и прогнозы на месяц, и вот разборы гороскопов, и политические прогнозы. И сегодня у нас рубрика разборы гороскопов подписчиков. Если вы хотите, чтобы я, возможно, ответила на ваш вопрос, то в описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на опросник, где вы можете зайти, оставить свой вопрос, но вопросы я рассматриваю по мере своих сил и возможностей, и поэтому не обязательно, что я вам прям очень быстро отвечу, но если ваш вопрос терпит, то, возможно, вы дождетесь. А сегодня гороскоп моего подписчика, который мне написал такое очень-очень много всего приятного. Спасибо вам большое. Не буду называть имя. Это гороскоп молодого человека, который спрашивает про отношения. На самом деле мужчины не очень часто спрашивают про отношения. То есть, когда к астрологу приходит мужчина, в основном мужчина приходит по вопросам работы, по вопросам карьеры, бизнеса, денег. Но про личную жизнь, вот на моей памяти у меня спрашивали там буквально 3-4 мужчин. Ну, может быть, 4-5 мужчин. Вот так, насколько я сейчас вспоминаю. Мужчин, которые задавались вопросом, приходили конкретно на консультацию по личной жизни, было очень мало. И здесь мы видим вопрос про личную жизнь. Значит, мужчина не женат и спрашивает про брак. Когда же он вступит в брак, когда же ему встретится та самая, либо он уже с той самой знаком, потому что у него сейчас были отношения с девушкой, которые пока что в стадии подвешенной находятся, и с этими отношениями пока что не очень понятно, что происходит, потому что девушка была в состоянии развода, потом вроде как этот развод застопорился, и неясно, есть ли будущее с этой девушкой или нету. Давайте посмотрим на периоды, которые сейчас идут. И сейчас идет период Раху, Венера. Очень хочется, когда Раху раздувает каждый подпериод, который человек проживает, каждый подпериод по максимуму дает результат. И Раху, Венера, конечно же, очень сильно хочет любви. И Раху, Венера, конечно же, дает отношения, которые являются очень яркими, запоминающимися для человека. Раху Венера у нас период до 30 января 2027 года. Нестабильность в отношениях у нас гарантирует вот это сочетание Раху, Венеры и Солнца в седьмом доме партнерства, брака и личной жизни. И когда мы видим Раху в седьмом доме гороскопа, это один из вариантов, когда могут быть отношения с человеком другой крови, либо другой религии, один из вариантов возможных. Но для этого должны быть еще другие указания. Тут, в принципе, других указаний сильно ярких на брак с иностранкой, либо брак с девушкой другой крови нету, кроме этого Раху. Но что очень важно, на самом деле, когда у мужчины стоит Солнце в седьмом доме гороскопа, очень важно встретить правильную женщину. Вообще не только у мужчины, но и у женщины. Очень важно встретить правильного человека, потому что Солнце в седьмом доме гороскопа, Солнце это планета нашей самооценки. Наша самооценка при Солнце в седьмом доме гороскопа очень сильно зависит от партнерства и от того, какой человек рядом. Насколько этот человек нас вдохновляет, насколько этот человек нам по статусу соответствует с точки зрения того, что можем ли мы этим человеком гордиться, можем ли мы этим человеком восхищаться и вдохновляться, и будет ли этот человек нас восхищать, вдохновлять. У мужчин с Солнцем в седьмом доме гороскопа очень часто карьера и рост жизненный происходит после вступления в брак, после вступления в отношения. И в целом им очень важно найти правильную женщину, которая будет их направлять, потому что самооценка здесь у нас находится в седьмом доме гороскопа. Это признак того, что человек может консультировать, может делать карьеру за границей, конечно, может в том числе в партнерский бизнес входить. Но один из вариантов это все-таки самооценка через партнера,
И партнер может быть статуснее изначально, то есть тот, к которому хочется тянуться. Подтянетесь ли вы к этому партнеру, либо не подтянетесь, это уже другой вопрос. То есть может быть женщина изначально из более обеспеченной семьи, либо более статусной семьи, либо, в принципе, она в карьере хорошо разбирается. И вот это солнце в седьмом доме гороскопа, оно может давать вот такой вот рост за счет правильно выбранного партнера. Потом, дальше, период Раху. Раху, конечно, стоит в седьмом доме гороскопа и дает желание отношений, но Раху, Венера, период не для регистрации отношений. То есть отношения, конечно, есть, и по Венере ретроградной эти отношения могут начинаться, вы можете в них возвращаться, но, скорее всего, брака пока что не будет. И пока что следующие периоды, конечно, у нас связаны с браком и личной жизнью. Солнце тоже дает перемены в личной жизни, Луна дает перемены в личной жизни. Однако вот эти вот периоды, они, конечно, могут вносить перемены в личную жизнь, но не дают указаний на брак. Однако у вас впереди, пускай, конечно, немножко с задержкой, то есть еще вот через 4 года наступит период таких очень важных, значительных перемен в вашей жизни в принципе. И поэтому, вероятнее всего, я полагаю, что вы встретите такую правильную женщину, которая вам очень сильно подходит. То есть я не говорю, что другие женщины неправильные, да, но именно женщину, которая вам подойдет, потому что вы писали о том, что у вас еще есть вопрос, чтобы там все были традиции соблюдены там с точки зрения религии и так далее. И у вас впереди с 2030 года большой период Юпитера. Большой период Юпитера, который на первый взгляд у нас не имеет отношения к браку и личной жизни, если мы посмотрим на основной гороскоп. Однако Юпитер нас возвращает в седьмой дом гороскопа, потому что он находится в созвездии под управлением Раху. И Юпитер возвращает нас в седьмой дом, то есть он в любом случае дает события, связанные с личной жизнью, но период Юпитера — это период больших перемен в жизни. Они будут такими в какой-то степени трансформационными, однако в гороскопе брака и личной жизни Юпитер находится в десятом доме гороскопа в Гаджи Кешери йоге. Йога, Гаджи Кешери йога — это йога счастливчика. И Юпитер здесь как раз-таки дает указание на официальный союз, на то, что вы вступите в брак. И это брак будет в том числе религиозный. Потом очень важно понимать, что этот период Юпитера даст вам подъем большой в карьере на самом деле, потому что Юпитер у нас находится в очень хорошем положении в гороскопе карьеры, в знаке Льва, в девятом доме гороскопа. Это благоприятно. И поэтому сейчас у вас еще такое время, вот если посмотреть по периодам Вимшот и Даши, сейчас у вас еще такое время сильных желаний, сомнений, где-то, может быть, даже попыток, проб, но ваше время на самом деле еще впереди, и период Юпитера принесет вам детей. Дети тоже обязательно будут. Если мы посмотрим на гороскоп, который у нас отвечает за детей, потому что Юпитер в целом у нас тоже планета детей. Это большой период Юпитера, который тоже будет давать желание иметь детей. И если мы посмотрим на период Юпитера в гороскопе детей, это экзальтированный Юпитер в первом доме гороскопа, управляющий девятым домом детей рядом с Венерой. Хоть они и ретроградные, но тут у нас еще аспект Йога-караки Марса, сильного Марса, на этот первый дом гороскопа. То есть в целом карта детей тоже обещает детей еще в этот большой период Юпитера, поэтому ваше время еще впереди. Но если смотреть Чарадашу, то Чарадашу тут, конечно, я искать сильно не буду, хотя вот у нас Козерог, первый период, который вот будет пересекаться с периодом Юпитера в Козерог, у нас Венера находится в первом доме гороскопа, показатель партнера. И
Один из таких очень вероятных периодов, когда у вас произойдет такое важное знакомство. Будет много перемен, конечно, в этот период Юпитера. Я все называть не буду, хотя здесь явно выделяется и переезд, и такие глобальные, масштабные изменения в жизни, но они будут благоприятными вообще. И брак у вас будет крепким, и брак у вас будет тоже очень хорошим. Поэтому не отчаивайтесь. Я могу сказать, что даже несмотря на то, что вы думаете, что у вас вот уже возраст подошел, у вас еще все впереди и все будет. На этом сегодняшний обзор гороскопа на отношения завершен. Я надеюсь, что это видео было вам интересно и будет полезно. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.